От пациентки МРТ с контрастом крестцово-подвздошных сочленений. Симптомы в виде боли в правом бедре по наружной стороне правой конечности появились 2,5 недели назад на даче. Лечение НФСПЭФС, дексаметазон, сирдолут, витамин В, без положительной динамики. Утиная походка через боль, ночные боли. Первое МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и тазобедренных суставов есть тоже. Анализы: незначительный лейкоцитоз, повышение щел, фосфатазы СОЭ, СП норма. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациентки 65 лет. Дата исследования: 12 сентября 2022 года. Область исследования: крестцово-подвздошные сочленения, суставная щель крестцово-подвздошных сочленений неравномерно, выявлены МР-признаки умеренного субхондрального склероза суставных поверхностей. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения крестцово-подвздошного сочленения не выявлены. МР-сигнал от тел позвонков крестца и копчика диффузно неоднородный за счет очагов жировой дегенерации. На этом фоне определяется выраженный трабекулярный отек правой боковой массы крестца, занимающий практически весь ее объем, изменения по типу МОДЭК-1. Данная зона активно копит контраст. Другие очаги патологической васкуляризации и не выявлены. МР – признаки трабекулярного отека суставных поверхностей левого крестцово-подвздошного сочленения не определяются. Заключение: МР – картина правостороннего сакроилита, на фоне субхондрального склероза крестцово-подвздошных сочленений. Рекомендована консультация невролога. 13 сентября 2022 года доцент кафедры МН. ФОТО-ФМ. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога: у вас выраженные признаки правостороннего сакроилита, воспаление правого крестцово-подвздошного сочленения. Это длительное заболевание, несколько недель. Вам имеет смысл проконсультироваться у невролога. К слову, для диагностики патологии крестцово-подвздошных сочленений контраст не нужен, лишнее время сканирования и лишняя трата денег. А толку с него нет. Вопрос пациентки: подскажите, пожалуйста, то, что задерживается контраст, не является признаком онкологии? Есть ли настороженность, нужно ли дообследоваться? Ответ: МН. Котовая МА. Это признак воспалительного процесса.